Всем добрый вечер, дамы и господа. Как у вас дела, как прошли выходные? Чем занимаетесь? Я вот решил выйти в эфир, немного пообщаться с вами, поотвечать на вопросы. У нас выходные тоже прошли. Я надеюсь, у вас они прошли активно, весело. У нас гастрономически и весело, и активно. Вот. Завтра рабочая неделя начинается. В 5 утра подъем. И вперед. Поэтому сегодня надо ложиться раньше спать. Так. Да, было весело. У ваших друзей, правда, 4 детей, да? Да. Кирилл папа 4 детей. И я тоже папа 4 детей. Мы 2 папы, у которых по 4 детей. Вот. Надеюсь, на этом не остановимся. Будем двигаться дальше. Как относиться к мужчине? 22 года вместе. Я заболел онкологией. Он убежал к бывшей. А что тут скажешь? Вот что тут можно сказать? Вот такой мужчина у вас, к сожалению. Не справился с трудностями, не справился с стрессом, не справился вот с таким состоянием и побежал. Я могу лишь только вам высказать слова поддержки. И, возможно, это даже к лучшему, что он в такой период вашей жизни сбежал, и вы не рассчитываете на него, не надеетесь на него больше. Расскажите про предстоящее офлайн мероприятие. Офлайн мероприятие будет хорошим, интересным. Расскажу позже. Но могу сказать, что знакомы ли вы с Радиславом Гандапасом? Лично нет. Так, интересный человек. Опытный. Поэтому и умные вещи говорит часто. Просто я не являюсь его поклонником. Видимо, поэтому я не могу, как-то опираясь на какие-то опорные точки, сказать про него еще больше чего-то хорошего. Так, в принципе, да. Поэтому, смотря для чего вы спрашиваете. Так вот, у нас завтра стартует мероприятие. Вот с завтрашнего дня, с понедельника, начинается очень крутая трансформационная неделя. Там был вопрос выше, почему я встаю в 5 часов утра. У меня, когда начинается курс бесплатный, я такая одна, удобная или уникальная, это, безусловно, очень важный и ответственный период. Важная и ответственная неделя. Потому что необходимо быть в ресурсе. Необходимо этим ресурсом делиться с девушками, которые будут присутствовать на программе. Естественно, нужно погружать себя в обнаружение ресурсных состояний, чем я, в принципе, и займусь. Для меня и работа является ресурсным состоянием. Но когда повышается нагрузка, то, конечно, нужно еще источники извне. Вот. Я могу сказать, что эта неделя будет очень драйвовая и классная. Потому что когда люди годами откладывают на потом организацию собственной жизни, организацию собственного счастья, а в какой-то момент принимают решение остановиться и говорят: все, хватит. Вот с сегодняшнего дня я больше не буду удобной женщиной, а буду обнаруживать в себе свою уникальность. Поэтому, когда мы говорим про уникальность, здесь, конечно же, речь не идет о каких-то космических состояниях. То есть мы не говорим о каких-то метафорических проявлениях женщины. Нет. Когда я говорю про женскую уникальность, я говорю о вполне ощутимых, обозримых и научно доказанных фактах. Начиная от работы вегетативной нервной системы, заканчивая репродуктивной системой. То есть, когда женщина начинает
раскрывать себя и свою природу на основании своего мироздания, обращая внимание на то, где она должна быть, в каких отношениях, в каком состоянии должна быть ее психика, ее тело, ее эмоции, чувства, женская энергия, сексуальная, самооценка ее, то, конечно, такая женщина становится совершенно иной. Совершенно иной. И людьми сейчас... Так, а мужчина может быть уникальным. И мужчина, конечно, мы все уникальны по-своему. Женщины по-своему уникальны, мужчины по-своему. Но за счет взросления этапов становления нашей личности, эта уникальность утрачивается, мы становимся удобными, мы становимся совершенно безинициативными, стараемся что-то доказать кому-то, заслужить что-то внимание, любовь, уважение. При этом забываем о том, что мы есть у себя. И самые главные отношения, которые нужно построить в первую очередь, это отношения с собой. И вот всю неделю мы этим будем заниматься. Курс диагностический. После него, как правило, женщины делают очень много выводов. Понимают, почему в их жизни не получаются отношения с мужчинами, почему они любовницы, сожительницы, почему они вечно в девушках ходят, почему женатые мужики притягиваются, почему с деньгами проблемы, почему мужчины готовы встречаться, не готовы жениться, самооценку привести в порядок. Подробно разберем телесно-ориентированную психотерапию. Конкретно поговорим про телесные блоки, которые есть у каждого человека, у женщин их вообще масса. И я думаю, что на 5-й день, а желательно просмотреть все вебинары, не урывками, только та тема, которая интересна. Их нужно просмотреть все. И тогда все становится на свои места. Вы начинаете понимать и осознавать причинно-следственные связи. И у вас появляется выбор. Я, зная, что со мной происходит, и понимая, как это изменить, иду в изменения, либо остаюсь на месте и ничего не делаю. Важна ли не сильная разница в возрасте? Например, 3-5 лет идеально, когда мужчина старше. Если больше, может ли быть разница поколений? Это чувствуется сильно. Евгений спрашивает. Евгений, разница поколений, возможно, ощущается. Да? Ну, я пример приведу. Если ваша девушка слушает Моргенштерна, а вы любите Депеш Мод, и она не понимает этой музыки, а вы не понимаете ее. Даже вот в таких мелочах могут быть какие-то недопонимания и разногласия. Но я все-таки считаю, что в первую очередь человеку нужно смотреть на психологический возраст и на зрелость восприятия отношений. Для чего мы идем в отношения? Если девушка молодая идет в отношения со взрослым, зрелым мужчиной только для того, чтобы заменить им папу, например, почувствовать себя значимой, нужной, ей крайне не хватает любви, а он идет в отношения с маленькой, с молоденькой девочкой для того, чтобы почувствовать свою значимость и быть для нее таким авторитетом и наставником, и при этом зрелости у этих людей нет. Отношения будут сложными. Но когда мы говорим о разнице плюс-минус, да пусть даже 10-15 лет, если мы говорим про мужчину, например, и рядом с ним психологически зрелая женщина, девушка, и он тоже зрелый, конечно, все будет хорошо. Но такие мелкие сюрпризы, их не избежать, понимаете? Не избежать. Подскажите, пожалуйста, мы с мужем женаты 6 лет. Полгода назад разошлись, и он не предпринял ничего, чтобы вернуть наши отношения. Но в это время говорит, что любит и все вернет, как только вернется обратно. Ну, мы же понимаем, что говорить можно все, что угодно. Рассказывать все, что угодно. Песни петь, стихи читать. Но есть поступки и действия. Поэтому вот обращайте внимание исключительно на поступки и действия. Вы же понимаете, что это в какой-то степени нарушение временных границ личного пространства. Это нарушение временных границ вашего личного пространства. Почему? Потому что мужчина не дает никакой определенности и говорит о том, что я тебя верну. То есть тем самым заставляет вас думать, что это возможно произойдет. Только когда неизвестно. Естественно, вы себя ограничиваете в общении с другими людьми, в знакомствах с другими мужчинами, в планировании своей жизни. А вдруг он появится? А вдруг он появится, и мы будем снова вместе? А он не появляется. Он даже не обозначает дату календарную. Конечно, это все относится и к манипуляциям, и к нарушениям ваших временных границ.
Вам решать. Как правило, все становится на свои места, когда вы начинаете действовать конкретно. Потому что мужчинам очень часто один из основных таких инструментов манипулятивных, мужских, это погружать женщину в эмоции. И как они это делают? Как мужчины вообще умеют женщину погрузить в эмоции? Начинают рассказывать какие-то красивые истории. Мы будем вместе. Всегда, всегда. Мы с тобой состаримся и умрем в один день. Правда, правда. А они еще даже не являются мужем и женой. Женщина начинает дорисовывать себе картину. И ей очень легко манипулировать. А вот когда женщина переходит от эмоций к фактам каким-то, к логике, и задает вопросы конкретные. Я когда вернусь, мы будем вместе. Когда ты вернешься? Ну, я пока не знаю. Значит, это никогда он не приедет. Это просто болтовня. Вот если бы он сказал, я 20 числа возвращаюсь, и мы с тобой будем что? И будем пытаться строить отношения заново. Это разговор. Это разговор. А если он не знает, то, конечно же, когда приедет, и вот водит вас за нос. И вы в это все верите тоже. Согласилась пойти на первое свидание, а он уже наше будущее распланировал. Ну вот с такими мужчинами нужно быть аккуратным. Аккуратным. Опять же таки, это тоже можно отнести к нарушению границ. Никто ничего не обсуждает, никто ничего не планирует вместе. У вас еще не возникло никаких чувств. Но при этом он уже пытается... Это и нарушение границ, и контроль. И контроль. То есть он контролирует ваше пространство через планирование. Нужно быть внимательны. Так. Отношения с иностранцем, ошибки и иллюзии. Ну, иностранцев может быть много, правда? Вы задаете обобщенный вопрос. Человек, проживающий, например, в Германии, иностранец, иностранец, а в Америке иностранец, иностранец. Это растяжимое понятие иностранец. В любом случае нужно понимать, что разный менталитет, разное мировосприятие, разная культура, разная история, разные ценности. И если вы думаете, что вы девушка, например, привыкшая и воспитанная на ценностях, на традициях своей семьи, своего народа, своей земли, приедете к иностранцу, и он будет с вами взаимодействовать так, как вы захотите, вы ошибаетесь. Очень сильно. Да, договариваться всегда можно между собой, слышать друг друга, двигаться вперед, но это не факт, что все получится. И поэтому не обманывайте себя, не рисуйте какие-то замки. Здесь как бы нужно взаимодействовать на уровне осознанности, общаться, обсуждать. Когда мужчина и женщина встречаются, им очень важно обсудить то, если они планируют отношения, то, как эти отношения будут выглядеть. Абсолютно любые вопросы. Да при этом почему-то многие стесняются обсуждать это. Сексом не боятся заниматься, какую-то чушь друг другу нести, что я такого, как ты, никогда не встречала, а я такую, как ты, никогда не встречал, в состоянии влюбленности. А вот прояснить какие-то важные моменты жизненные, где мы будем жить, за что мы будем жить, как мы будем развиваться, когда будут дети, как будем взаимодействовать с родственниками, как будет финансовые обязательства распределяться, кто будет работать, а кто не будет работать, либо оба не будут работать, будем сидеть просить милостыню. Вот. Поэтому тут везде нужен рассудок здравый. Так, на мой взгляд, мужчина – это действие. Абсолютно верно. Если мужчина в отношениях со мной был незрелый 4 года, может созреть самостоятельно с другой. Не может он самостоятельно созреть. Но как бы на основании опыта, безусловно, произойдет некая трансформация. Всякое может быть. Часто такое бывает, что мужчину подталкивает к осознанности встреча с женщиной, которая зрелая самооценка.
Он сам по себе раздолбай. Встречает такую женщину, обомлел, влюбился, но понимает, что рядом с ней раздолбаем быть ни в коем случае нельзя и не получится. Потому что там закончится взаимодействие очень быстро. И у него выбор. Либо я продолжаю быть таким, какой я есть, не расту и не развиваюсь, и мы с ней расстаемся. Либо она настолько дорога для него, что он идет в саморазвитие, в работу над собой, в достижение каких-то целей и становится совершенно иным человеком. И такое может быть. Можно жениться, если есть инвалидность. Но вы что считаете, что люди с ограниченными возможностями не создают семьи? Создают. Люди с ограниченными возможностями создают семьи с такими же людьми, с ограниченными возможностями. Они создают семьи с людьми абсолютно здоровыми, у которых нет никаких проблем со здоровьем. Все очень индивидуально. Самое главное в позиции вашей не уходить в состояние жертвы. С девушкой встречаемся уже 1,5 года, но она боится принимать подарки. Все. Часто говорит, чтобы я добавил ей на что-то. Меня напрягает, что 50/50. Часто делает меня пополамщиком, не по моей воле. Ну, тут здесь, возможно, стоит какой-то подход просто подобрать для того, чтобы она привыкла к этому. Но это тоже непросто. И таких женщин много, и мужчин таких много. Они не могут просить о помощи. Ну, вот, поэтому надо разные способы пробовать. Здравствуйте. Возможно ли женщине избавиться от токсичности своей с помощью психологии? Только с помощью психологии можно, не психотерапии, избавиться от своей токсичности. Токсичность – это не что-то неосязаемое. Токсичность – это абсолютно конкретные, выверенные поступки, действия человека, в основе которых лежат различные психотравмы. И для того, чтобы теперь эти травмы не повторились, то есть не произошла ретравматизация, человек вынужден защищаться абсолютно любыми способами, в том числе и своей токсичностью. Страх близких отношений, избегающий тип личности и так далее, и так далее. Поэтому, да, безусловно, на курсе вот с понедельника, который будет бесплатный, я буду подробно об этом рассказывать. Ссылка у меня в шапке профиля. В шапке профиля. Можно жениться, если есть инвалидность. Я же ответил на ваш вопрос. Если у вас инвалидность не по слуху, вы услышите то, что я говорил, либо переслушаете. Так. Почему появляется агрессия на людей? Все очень, не то, что просто. Причины могут быть разными. Но элементарно. Вы можете очень сильно истощаться физически, уставать, не высыпаться, неправильно питаться. То есть ваш организм находится в состоянии стресса. И ему не хватает жизненных ресурсов и сил. А агрессия, гормоны агрессии и гнева – это прекрасный допинг. Потому что когда вы в сильном стрессе находитесь долгое время, в истощенном состоянии, организм воспринимает это как приближающуюся гибель. И для того, чтобы вы не погибли, выбрасывает такое количество гормонов гнева. И вы начинаете раздражаться на всех и повсюду. Там страдает и вегетативная нервная система. Симпатический отдел находится в состоянии такой перенагрузки. Не получается переключиться с симпатики на парасимпатику. Потому что в постоянном стрессе. А для организма находиться в постоянном стрессе это противопоказано. Естественно, возникает агрессия. Часто мужчины становятся очень агрессивными из-за того, что когда мальчиков воспитывают, нам рассказывают, что ты должен быть всегда сильным, ты должен уметь решать все вопросы, все проблемы, ты не должен показывать слабости, ты должен быть суровым, ты должен быть таким, должен. Что происходит с такими мужчинами?
Он, понимая, осознавая, что он не может справиться с какой-то ситуацией, с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, кому-то что-то доказать, стать сильнее, мужественнее, произвести на кого-то впечатление, он сам того не понимая, впадает в сильное состояние стресса. Одна категория мужчин, чтобы избежать этого стресса, начинают подбухивать, там, наркоту употреблять. Кто-то становится агрессивным и начинает выражать свои состояния внутренние в виде агрессии. И опять же таки, раздражительность и агрессия, еще раз повторюсь, это не характер. Это не характер. Это нарушенные процессы в работе психики, в работе центральной нервной системы, вегетативной системы, гормональной системы. Это все нужно в комплексе рассматривать. И не шутить с этим. Можно быть хорошим человеком, но при этом психом. Постоянно срываться на всех. Надо разбираться в этом. Так. Познакомились с мужчиной, говорит об интиме, но при этом не проявляет интерес ко мне как человеку. Ну вот видите, вот он, вот вам сразу показывают. Мне первичен секс с тобой. То есть тебя как сексуальный объект я воспринимаю. Как личность я тебя не воспринимаю. Взаимодействовать с тобой в сексе я готов. Взаимодействовать с тобой как с женщиной я не готов. Все. У вас есть результат. Вы видите перед собой итог. Ваш выбор. Что вы делаете дальше? Так. Ответьте, пожалуйста, я 15 раз уже написал. Что делать, когда общий друг, которого я отвергла, портит наши отношения за спиной? Ничего не делать. А какие отношения? Он уже их испортил. Он уже их испортил. Поэтому за что вы переживаете? Почему боюсь выходить замуж за мужчину? Ну, завтра на вебинарчик приходите в 20:00. Завтра стартует бесплатная программа. Я такая одна, удобная или уникальная. Начинаем мы в 20:00 по московскому времени. Ссылка в верхней части профиля у меня. Я такая одна, удобная или уникальная. Мужчина позвал замуж, но за неделю до свадьбы передумал. Сказал, что сомневается. Но жить вместе хочет. Это нормально или все же есть над чем задуматься? Вам есть над чем задуматься, да. Жить он вместе хочет. Вам, смотрите, такой серьезный шаг, правда? Замужество, свадьба. За неделю передумал. А что значит передумал? Вы наверняка готовились к свадьбе, да? Купили себе платье, скорее всего. Пригласили гостей, заказали ресторан. Такое было? А если такого не было? Значит, и разговоры о свадьбе это только чушь полнейшая. Но даже было, если то и другое, и мужчина действительно перепугался и испугался. Ваша задача не быть для него мамочкой. Вот когда человек делает какой-то выбор, он должен нести за него ответственность. Вам сказали прямо: я не готов на тебе жениться, я передумал. Ваш ответный ход. То есть, если вы в данный момент времени показываете мужчине, что он может вполне безнаказанно менять свои решения и не нести за этого ответственности, дальше будет только хуже. Дальше будет хуже. А когда вы показываете мужчине результат его выбора, ты принял решение, все хорошо. До свидания, родной. Больно, обидно, неприятно, но это твой выбор. Ты его принял, я его тоже принимаю. Нет, попробуйте дальше подождать. Сколько вы будете жить вместе? Недельку еще, месяц, 2 года, 5 лет, когда он созреет к свадьбе. Если вас это устраивает и не нарушает ваших внутренних состояний и ценностей, живите. Если нарушает, прислушайтесь к себе и примите решение в пользу себя. Нельзя в отношениях давать мужчине и женщине в том числе оставаться безответственными за свой выбор.
Часто, знаете, когда вот, допустим, измена происходит в семье, и женщина принимает решение остаться в семье, но при этом ходит и мучается. Как простить измену? А сама уже живет с этим мужчиной дальше. То есть они решили, что они остаются. Но она ходит и вот в этой инфантильной позиции находится. Как простить измену? Как простить измену? Остановись. Ты выбрала быть с этим мужчиной дальше. Это твой выбор. Твой. Это твоя ответственность. Твоя ответственность. Поэтому успокаиваемся и работаем со своей ответственностью. Не над тем, чтобы простить мужчину, а над ответственностью в отношениях со своей стороны, а мужчина со своей. Муж заставляет рожать. Мне 32, у меня уже 4 детей, с ним общих. Хочу работать, устала от декрета. Надо договариваться. Надо договариваться. Угу. Так. Муж ударил, вызвала полицию, ушел из дома. 3 недели, 3 недели. Вместе 20 лет, 3 детей. Как понимать его действия? На контакт не идет. Откуда я знаю, как их понимать? Вот откуда я знаю? Вас ударили, ушли из дома, что-то у вас произошло, поругались. Ну, не знаю, что у вас там. Как их понимать? Я же не прорицатель. Говорят, что я подсознательно выбираю мужчин, не готовых к семейным отношениям. Почему? Не почему? Что прорабатывать? Завтра подробнейшим образом буду об этом говорить на вебинаре в 20:00. Регистрируйтесь и присоединяйтесь. Ссылка у меня в шапке профиля. Удобная или уникальная программа называется. Можно ли простить того, кто долгое время врал и говорит из-за того, что боялся потерять? Не знаю. Что там за ложь? На чем она основана? Угу. Так. Почему мужчина в отношениях с одной девушкой кричит о любви к ней, а флиртует и физически тянется к бывшей? Ну, потому что он ранен в голову. Ранен в голову. Он не прислушался к метеорологической службе и вышел на улицу во время сильной грозы. И она его и херанула в башку. Он незрелый человек. Он детеныш, понимаете? Подросток такой. Маленький мальчик. С расшатанной сексуальной конституцией, скорее всего. У него есть девушка, которая рассказывает какую-то чушь. Эта девушка верит в эту чушь, а тянется физически к другой. Он не может определиться. А знаете почему? Мужчины молодые, часто парни не могут определиться. Многие парни думают, что они хотят почувствовать себя мега-супер крутыми самцами рядом с женщинами. Но когда начинают встречаться с девушками, себя так не чувствуют. Они там чувствуют, наоборот, себя неуверенно, ревнуют часто. А почему так происходит? Потому что за счет женщины мужчина никогда не обретал свою силу, силу духа, психологическую зрелость. Он никогда не приводил свою самооценку в порядок за счет женщины. Это все делается мужчиной за счет собственных достижений, за счет целей, которые он перед собой ставит. А миллионы мужчин и парней думают, что благодаря тому, что я пересплю со всеми женщинами, либо соблазню большое количество женщин, у меня там что-то вырастет. Ничего кроме трепака не появится, если ты будешь шляться от одной к другой. И самооценка как была на месте, так и останется. Поэтому надо девушке обращать внимание на то, с кем вы находитесь в отношениях. Я понимаю все эти сюси-пуси, у него такие глаза, он такой красавчик. Но потом, когда вы с этим красавчиком не чувствуете себя в безопасности, вам становится плохо. Вы страдаете от этого. А почему страдаете? Он себя не может обеспечивать, себя не может держать в стабильности. Изменила с парнем. Все, чувствую себя плохо, как быть.
Я не знаю, как вам быть. Почему вы до этого не подумали о том, как будет, когда вы измените? Мне всегда вот интересно, это же вот, чтобы произошла измена, нужно провести какой-то подготовительный процесс, да? Там где-то встретиться тайно, там что-то подбухнуть, как правило, это происходит так, да? Там заговор какой-то, алиби какой-то составить, еще что-то. То есть почему вот в эти моменты, когда ты шаг за шагом приближаешься уже к последнему действию, ты об этом не думаешь. А когда это произошло, ой, блядь, плохо себя чувствую. А до этого ты чем думал? Сейчас ты думаешь головой, а до этого чем? Почему молодой человек 34 года не желает создавать семью? Ну, не хочет он. Он не хочет, вот не хочет. Вы хотите заставить его? Он не хочет, он сказал вам правду. А вы хотите переубедить его. Ты должен на мне жениться. Так. И тут как бы и не скажешь уже, кто виноват, кто не виноват. Никто не виноват. Доченька, я чуть-чуть занят, солнышко. Хорошо, я просто тут вебинар веду. Ладно? Я скоро освобожусь. Сейчас, одну секунду. Давай, говори. Чего? Можно чуть-чуть только тихо. Муж постоянно говорит о разводе, когда ссоримся. Живем 6 лет. Как ответить, что делать? Ну, я уже как-то отвечал на этот вопрос. Это такой способ защитить себя. Марк, у вас еще есть доченька, да. Я папа 3 сыновей и доченьки. Девочки. Тут заползла в кабинет. Знает причем, когда вот дети, правда, удивительные создания. В самый нужный момент, понимая, что сейчас я вообще мыслями в другом месте. Папочка, можно я на пару минут возьму телефончик поиграть? Как выйти из абьюзивных отношений? Отпустить и игнорировать не получается. Да, выйти вот давайте так. Если вы хотите выйти из абьюзивных отношений, потратьте завтра 2 часа своего времени. Если вы не найдете завтра 2 часа своего времени, вы не хотите выйти из абьюзивных отношений. Все. Все. У меня в верхней части профиля есть ссылка. Переходите по ней. Там есть программа. Я такая одна, удобная или уникальна. Не нужно никуда ходить. Не нужно ничего платить. Интернет включили, зарегистрировались и прослушали завтрашний вебинар. Мы поговорим и про абьюз, и не только. И как выбраться из этих отношений. Почему у женщины не получается уйти от абьюзера. Мужчина сказал, что страсть прошла, но говорит, что любит и боится меня потерять. Интима нет, общаемся как друзья. Елена. Еще одна проблема многих пар, которые считают, что отношения нужно заканчивать в тот момент, когда прошла страсть. То есть, если ты не бросаешься со слюной на бороде на свою женщину, которая проходит мимо тебя по квартире, значит, страсти уже нет. Страсть – это временное явление. Это период влюбленности, страсти, сексуальное пробуждение сексуальной энергии, буйство гормонов. Это адаптация психики, адаптация вашего организма, вашей репродуктивной системы, вашей половой системы, вашей центральной нервной системы, вегетативной, ваших бессознательных процессов в организме, когнитивных процессов. То есть вы понимаете, что это? Когда мы говорим «прошла страсть», мы должны сказать продолжение. Прошла страсть, организм наконец адаптировался. То есть прошла страсть – это неплохо, это естественно. Адаптация произошла. Все, я уже не являюсь раздражителем для своей женщины. Таким, каким был раньше, когда мы только познакомились. Она не является таким раздражителем для меня, когда мы только познакомились. О чем идет речь? Вспомните первый поцелуй свой.
первые соприкосновения, объятия, первый опыт сексуальный совместный. Там все совсем по-другому. Естественно, задействуются совершенно новые механизмы в организме. Сейчас это прошло. И дальше два взрослых осознанных человека что делают? Они эту страсть воссоздают осознанно. То есть, если мы в начале отношений погружаемся в страсть и сексуальность, в эмоциональность, самопроизвольно, автоматизированно, потому что мы так созданы и устроены, то когда адаптация закончена, нам уже нужно ее воссоздавать, эту страсть. За счет чего она воссоздается? Первое, за счет того, что два человека находятся в постоянном развитии. Каждый работает над собой, развивается в той или иной сфере, либо в разных сферах. Для чего? Развитие позволяет человеку раскрывать в себе абсолютно новые для себя грани, которые становятся интересны другому человеку, то есть партнеру. Следующий момент очень важный. Когда люди находятся в развитии, поддерживают друг друга, способствуют развитию другого человека, хотим мы этого или нет, мы начинаем тянуться один за другим. Это такая здоровая не конкуренция, а здоровый забег. Когда ты обнаруживаешь в своей женщине, что она интересная, яркая, развивающаяся, она интересна этому миру, она интересна себе. И внутренний трепет всегда будет рядом с тобой. Тебе не будет хотеться с ней расставаться. Тебе будет хотеться ее удивлять. Только процесс начался, женщина отвечает взаимностью, потому что ей приятно то, что мужчина заботится. Она заботится о мужчине. Одно на другое накладывается в конечном итоге из бессознательной страсти, которая была до этого. Осознанная страсть, которая формируется вами, она гораздо более сильная. И страсть, эмоции, это вот взлетели и полетели. Да? Это как взлетно-посадочная полоса. Самолет разогнался, взлетел, набрал высоту и находится в полете. Вот влюбленность и страсть — это разгон и взлет. Высоту набрали, ребята, дальше вы уже действуете сами. Поэтому это не вот это один момент. А второй момент, безусловно, есть различные формы нарушений сексуальных и психосексуальных. Например, та же деструктивная сексуальность. Таким людям очень быстро надоедает партнер в сексе. То есть головой он оценивает взаимосвязь с человеком не только на уровне секса, но на уровне интеллекта, интересов, взглядов на какие-то вещи. Просто комфортно рядом, хорошо, безопасно. И может даже любить такую женщину, либо такого мужчину. Но на уровне восприятия как сексуального партнера может произойти ступор. И мужчина, и женщина могут просто-напросто начать избегать близких отношений, либо искать другую форму отношений. То есть как бы разбавить, приукрасить эти отношения. Не обязательно, чтобы для этого прошло 10 лет. У некоторых пар эти проблемы возникают сразу через полгода, как они начинают, заканчивается период влюбленности, год, чуть больше может быть. Мужчина в разводе как 3 года. Начали отношения. Бывшая жена стала звонить с просьбами решить проблемы, долги и прочее. Там есть дети. Он выручает, сидит с детьми, меня оставляет. Так. Меня оставил, но пишет, как себя вести. Здесь нужно быть взрослой, зрелой девушкой. Понимаете, как себя вести? Вы идете в отношения с мужчиной, у которого есть дети. От прошлых отношений. Слава Богу, что он является человеком каким? Надежным, порядочным и достойным. Если он находит время взаимодействовать со своими детьми, нести за них ответственность, решать проблемы. Вы воспринимаете это как что? Как его помощь женщине. Он не женщине помогает. Он помогает своим детям, даже решая ее проблемы. Потому что переживает и думает о том, что если он этого не сделает, она будет нервная, еще и детям попадет. На них будет срываться. Не исключено, что она может манипулировать им. Здесь ему нужно быть уже чутким, внимательным и смотреть, манипуляция это или нет. Ему только одному известно, где она манипулирует, где она абсолютно честна и открыта. Но ваша задача состоит в другом. Вы пытаетесь обнулить этого мужчину, его программу жизненную. Он другим не станет. Он будет ездить к своим детям по выходным. Он будет брать их домой.
Он будет привозить их. Он будет с ними общаться. Он будет уделять им время. И если вы готовы через зрелый контакт идти с мужчиной, пожалуйста. И вы просто поймите одну простую вещь. Как только он почувствует вашу токсичность, а если вы будете находиться в состоянии недовольства, а он ее почувствует, он поймет, что у него есть препятствия. У него и так голова забита, там, проблемы на работе, там, бизнес, либо еще что-то, развитие, куча дел, ответственность финансовая за детей. И тут появляется еще одна проблема в виде женщины. Как бы он к вам хорошо не относился и даже не любил, как только вы зафиксируетесь нейроассоциативно с проблемой, он будет на вас смотреть, у него гормональная система будет выбрасывать гормоны стресса. Как только организм запомнит вас как источник стресса, мужчина избавится от вас очень быстро. Быстрее, чем вы думаете. Так, мне кажется, что я зависим от ваших эфиров, видеороликов. Ну, лучше быть от видеороликов зависимой, чем от чего-то плохого, правда? Тем более я стараюсь помогать людям информацией для того, чтобы и мужчинам, и женщинам. Если один развивается, а второй нет, и не поддерживает отношения, отношения обречены, да. Рано или поздно они закончатся. Если один идет в развитие, а второй не развивается, это как один человек идет, а другой стоит. Рано или поздно вы теряете друг друга из вида. Вы понимаете, что вы есть где-то там, но вы друг друга уже не чувствуете. Вы становитесь друг для друга совершенно чужими людьми. Совершенно чужими людьми. Я вам объясню почему. Вот когда человек, который никогда в жизни, например, не общался с обществом интересных, интеллектуальных людей, попадая в это общество, он в нем находится какое-то время. Потом, когда оказывается в прежней компании, где люди себя ведут быдловато, необразованно, безвкусно и неинтересно, у него есть чем сравнить. Человек, который идет в развитие, это человек, первое, внимание, который постоянно развивает свою нейронную сеть. То есть уровень развития нейронной шкалы все время возрастает и растет. Человек, который стоит на месте, ничего не делает, уровень его нейронной шкалы остается на прежнем месте. Он крутится в системе своих бессознательных стратегий поведения и не способен взаимодействовать на равных с тем, кто в развитии. Этот не способен, а тот другой, который развивается, неважно кто он, мужчина или женщина, ему просто неинтересно. Там масштаб личности расширяется, он становится совершенно другим. Мужчина-турок, зная о своем ребенке вне брака, не помогает своему ребенку, требует тест доказательства, на которое я не соглашусь, будучи в других отношениях. Что с этим делать? Ну, ничего с этим делать. Он говорит, дай мне конкретные факты, что это мой ребенок. Вы говорите, я не буду этого делать, нахожусь в других отношениях. Но это ваш выбор, не делайте. Либо сделайте, покажите ему документы. Имеет он право знать, это мой ребенок или не его? Имеет абсолютное. Имеет абсолютное право. Здравствуйте. Муж может пнуть приколом. Мне не нравится. Я говорю, он не перестает. А он говорит, я неправильно реагирую. Должна относиться как к приколу. Ну как это ты неправильно реагируешь? Вы реагируете так, как вы чувствуете. Так, как вы чувствуете. Поэтому ваша реакция вполне объяснима. Надо договариваться. Договариваться. Мужчина что-то постоянно обещает и не делает. А когда я обращаю на это внимание, обижается и перестает общаться на какое-то время. А потом снова появляется. Как реагировать на такое поведение? Повзрослеть и принять факт того, что у вас рядом с вами балабол мужчина, который говорит и ничего не делает, а потом еще и обижается на это, как ребенок. То есть такой инфантильный балабол, обидчивый. А потом и не хочет общаться с вами, еще и наказывает вас дистанцией. Все в себя впитал.
все в себе собрал. Все невротические повадки манипулятивные. А вам что делать? Вам либо соглашаться на отношения с таким человеком, либо не соглашаться. Ну, вы же, еще раз повторюсь, вы когда покупаете какие-то продукты, вы читаете там состав. Если там на составе написано пальмовое масло, и там еще пометочка такая есть, самое дешевое и дерьмовое, и список заболеваний, которые оно вызывает. Куча Е-добавок, вызывающих хронические болячки и онкологию. Вот вы держите в руках эту баночку, допустим, там, с кукурузой, геномодифицированной в зернах. У вас выбор есть. Поставить ее на место на полочку для того человека, которому вообще плевать, что там в составе. Развернуться и уйти. Либо сказать, ладно, сожрать, а утром проснуться, и у вас хвост вырос на копчике. И кому вопрос это задавать? На банке написано, здесь яды, отрава, здесь ненатуральный состав. Это твоя ответственность, ты соглашаешься. Так же и здесь. Вы нашли себе ГМОшного мужика. И с этим ГМОшным мужиком пытаетесь выяснить, что же он перестал быть ГМОшным. Он показывает, он говорит, посмотри, я ГМО. Букву Г можно с буквой Ч поменять, кстати. Вот. И вот я испорченный, я ядовитый. Ты как бы бери меня, принимай, либо не принимай. Вот если принимаешь, что ты от меня хочешь тогда? Чего ты от меня хочешь? Я вот такой, какой я есть. Да. Смешно вам всем. Смешно. Марк, бывшая приходит к нам в дом. Это нормально? Зачем она туда приходит? Что там? Чаек с ней пьете, гоняете? Возможно ли и правильно ли сохранять семью и давать шанс после разовой измены мужа? Томик. Ну, во-первых, надо запомнить очень простую вещь. Шанс дается не вашему мужу. Шанс дается вашему мужу и вам. То есть он дается вам двоим. А давать шанс мужу, это значит оказаться в позиции манипулятора, контролера и наблюдать за тем, как он будет доказывать вам, что он стал другим. Факт измены зафиксирован. Сейчас, секундочку. Вискарик я пью из чашечки, конечно. Мне так нравится. Люди хотят вот уличить меня в том, что я там бухаю, там, употребляю какие-то запрещенные вещества. Вот если я вам скажу, что я не пью, вас это удовлетворит? Нет. Кого-то удовлетворит, кого-то нет. Если я скажу, что я каждый день бухаю, кого-то удовлетворит, кто-то скажет, нет, не верю. Нет, не верю. Я могу так сказать. Я веду такой образ жизни, который не нарушает моей ответственности. Перед моей семьей, перед моей женой, перед моими детьми, перед моими родителями, перед моим окружением, перед моими сотрудниками и перед аудиторией, с которой я работаю. А там уже сколько я выхеречил, ящик или вообще ничего не выпил, либо понюхал пробку, это уже личное дело, правда? Поэтому, если вас очень сильно беспокоит, что я сейчас пью чай или вискарь, позвольте себе выпить либо чай, либо вискарь. Вот наверняка вы себе запрещаете многое в этой жизни, а вы разрешите. Откройте холодильник, сожрите запрещенку какую-то и ложитесь спать. Если вдруг вспучит, не забудьте встать, добежать до кровати, до туалета. Так вот, по поводу факта измены. Измена уже произошла. Если принято решение сохранять отношения, ваша задача не шанс давать, а нужно искать поиск решений для того, чтобы подобное не повторилось. Этим занимается два человека. Огромная ошибка, которую совершают многие женщины. Типа простила мужа, дала ему второй шанс и наблюдает со стороны, как этот человек выслуживается перед ней и через чувство вины идет с ней на сближение.
А мужчина как раз-таки, который это сделал, его простили, он хочет остаться со своей женщиной, он через чувство вины с ней сближается. А так как женщина не может быть удовлетворена, если мужчина приходит к ней в отношения близкие, испытывая вину, потому что она удовлетвориться может только в одном случае, если он ее любит осознанной, зрелой любовью. Она опять становится неудовлетворена, чувствует, что что-то не так. Поэтому расслабьтесь, идете в терапию, в отдельную, в совместную, общаетесь с сексологом, психологом, психотерапевтом, работаете над причиной измены, почему так произошло, что побудило. И дальше взаимодействуйте. Если просто дать второй шанс. Какой второй шанс? Чушь, ерунда полнейшая. Скажите, пожалуйста, недоверие к мужу может ли быть связано с тем, что отец женился во второй раз? Может быть, абсолютно. Может. Моя жена, моя подчиненная. Ты должна уважать старших. Ты неблагодарная, я все тебе дал. Ты ничего не добилась в своей жизни. 7 лет в браке, 2 детей, мальчик. И я 6 лет в декрете развел. Владись, живем вместе. Ничего не понял. Угу. Мужчина, неглект, абьюзер, страдает, что я ушла. Рыдает, просит замуж. Обманывает, манипулирует, преследует, газлайтит. Кольцо навстречу не приносит. Как перестать чувствовать боль и пойти дальше? Анна, идти в терапию. Нужно осознать, что рядом с вами больной человек, который нестабилен и не способен дать вам какой-то определенности. Сегодня вас любят, завтра ненавидят, после этого плачут, рыдают. Вам психически больной человек рядом с вами, нездоровый. Зачем вы делаете вид, что не понимаете вопросы подписчицы, которая объяснила ситуацию? Послушайте, здесь вопросы идут один за одним. Пока я отвечаю на один вопрос, они проходят. Вы что, считаете, что я каждый вопрос и замечаю, что ли? Почему вы делаете вид? Займитесь, контролеришка какая, а? Она будет удобно или уникально. В прошлый раз не удалось прийти. Завтра начинается программа. Ссылка на регистрацию в шапке профиля у меня. Что делать, если мама парня делает все, чтобы мы с ним не виделись? Вам ничего не делать. А парню надо что-то делать. Парню надо что-то делать. Нужно прояснить ситуацию с мамой, объяснить, кто вы для него. Но если он еще мальчик маленький, парень, он на то и парень, чтобы мамка еще и управляла его жизнью. Он же, наверное, еще и презервативы покупает за мамины деньги. Поэтому она имеет право руководить им, пока она его обеспечивает. Если не обеспечивает его, ну тут кто его знает. Кто его знает. Так. Мальчику 45. В 34 года, 2 дочери. Не могу построить отношения. Не понимаю, как выстраивать отношения с новым мужчиной, чтобы дети не пострадали. Приняли. Стоп. Ольга. И сразу выбрасывайте, чтобы дети приняли. Моментально. Отмели эту мысль. Навсегда в мусорный бак ее сбросили. Там ее жуки и опарыши сожрали, эту мысль. Ее больше не существует. Обнулили ее и обесценили. Этой мысли нет. Все. Чтобы дети приняли. Дети не должны принимать вашего мужчину. Запомните это раз и навсегда. Если вы будете выбирать мужчину для своих детей,
Вы в 84 года зададите мне тот же самый вопрос, если мы с вами доживем. Вот. Это первое. Убрали от себя эту мысль. Я выбираю мужчину для себя. Это по умолчанию понятно, что я, как женщина, зрелая, осознанная, не могу выбрать мужчину, с которым не наладится контакт у моих детей, но не ориентироваться на детей. Второй момент – это ваша самооценка, с которой существенные проблемы. А почему? Потому что в самом вопросе уже вы себе самой диагноз ставите. Неуверенность, неопределенность, отсутствие самоценности, самооценки. На основании чего я такой вывод сделал? Уверенная в себе женщина, даже при наличии 5 детей, никогда не подумает о том, что в формулировке вопроса должна быть как причина указаны ее дети. У меня 2 детей, не получается общаться с мужчинами. Дети тут ни при чем. Проблема у вас, а не у ваших детей. И с такой проблемой сталкиваются многие женщины. И соглашаются на отношения с кем? На отношения с разными дебилоидами. Почему? Потому что вы, женщины, считаете себя, извините, неполноценными из-за того, что у вас есть дети от прошлых отношений. А еще есть различные сообщества так называемых мужчин, которые борются с женщинами разведенными. Выбрали себе категорию, которая не может ответить силой, и пытаются обесценивать. У вас есть дети, вы должны этим гордиться. Вы должны радоваться этому. У вас есть уже семья. У вас есть продолжение рода. Вы, в принципе, как женщина, состоялись. И отношения с вами построит абсолютно зрелый, осознанный мужчина, который не живет какими-то иллюзиями и не пытается удовлетворить и отрастить свой психологический член за счет подавления женской психики, и сексуальности, и красоты, и женственности. Ему это просто-напросто не нужно. Вам нужно работать над собой. Над собой. И не думайте, что у вас что-то не получится. Все получится. Я могу так сказать, что у меня огромное количество девушек, которые проходили у меня программу. И 2, и 3, и 5 детей. И многие из них замуж выходили с детьми. И вновь рожали от новых мужчин своих. Создавали семьи. И все у них здорово и прекрасно. Надо соприкоснуться со своей женской природой, а не со своими невротическими установками. Когда вы выходите в море с открытыми парусами, паруса должны быть что? Целыми. А когда вы выходите в море с порванными парусами, вроде бы они есть, но кораблик ваш никуда не плывет. Просто стоит на месте. Ну, может быть, медленно куда-то двигается. Поэтому ваша задача ни в коем случае не быть с этими дырявыми парусами. Женщина с детьми ничем не отличается от женщины без детей по своим шансам выйти замуж и построить счастливые отношения. Абсолютно ничем. Мужчина при ссоре молчит неделями. Говорю, что не могу, так уйду. Говорит, делай, что хочешь. Ну вот он и говорит вам. Вот смотрите. Давайте представим себе очень простую ситуацию. 2 человека занимаются бизнесом. Что-то пошло не так. И они ушли в молчание. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, договориться, обсудить, выйти там на переговоры с поставщиками, с производителями, с контрагентами. Неважно с кем. То есть пойти в здоровую, зрелую коммуникацию. И решить проблему. Это о чем говорит? О том, что делом занимаются 2 зрелые личности, которые действительно могут этим заниматься. Отношения мужчины и женщины – это та же коммуникация, это тот же проект, это тот же бизнес, как угодно это сотрудничество, как угодно это назовите. Но это та же форма коммуникации, в которых, если кто-то не понял кого-то, он садится и говорит, ты знаешь, мне неприятно, объясни, почему ты так сказала, объясни, почему ты так сделал. Давай мы с тобой попробуем договориться, давай решим так, чтобы и ты себя не чувствовал ущемленно, и я. А почему так? А почему вот это говорит о том, что это 2 психически зрелых человека? Когда один из персонажей пропадает куда-то, неважно, женщина это или мужчина, и делает это без объяснения причин, просто с целью манипулировать, наказать, показать welcome, вы в отношениях с невротиком, либо с невротичкой.
Поменять вы этого человека не сможете никогда от слова совсем. Вы не психотерапевт, вы не психолог, не коуч. Да даже если бы вы ими и были, вы не сможете повлиять на человека, который с вами находится в отношениях. Это все ерунда полнейшая. А если многие люди думают, что если там... Ко мне часто приходят мои коллеги, которые сами находятся в несчастливых отношениях с определенными проблемами. И они тоже не могут повлиять на своего партнера, даже имея психологическое образование или будучи психотерапевтом. Не получается. Для того, чтобы кого-то изменить, должно произойти волеизъявление другого человека. Он должен сказать: я хочу поменяться. И вот в этом случае, если он задает вам вопрос: ты знаешь, я бы хотел над собой поработать, может быть, ты знаешь, каким образом это можно сделать? Ах да, я слышала. Я слышала, могу подсказать. Так. Я страдаю эпилепсией. При каждой ссоре мой муж высмеивает и потакает меня этим. Говорит, что я себя веду так из-за болезни. Как реагировать? Долбоеб ваш муж. Простите меня. Ну, долбоеб в квадрате. Я не знаю, что вам сказать. Ну, это правда. Не знаю. Но это же не насморк. Это же не геморрой. Это серьезное заболевание. И каждый раз, когда у вас начинается приступ, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, блин, может дойти до чего угодно, вплоть до летального исхода. И такой женщине, как вы, вот в вашем положении, с эпилепсией, нужно что? Вам нужен покой, спокойная, умеренная жизнь, уравновешенное настроение, никаких ярких эмоциональных вспышек и стрессов. Вы находитесь рядом с дебилом. Вот дебилоид, блядь. Безмозглый баран, примат. Его место вот в обезьянной клетке подтирать, подлизывать жопу обезьянам. Я других слов не могу объяснить. И можете меня перестать даже на 5 минут считать психологом, пока я не выговорюсь сейчас. Потому что на такие вещи нельзя реагировать как психологу. Но если у человека с башкой, вот дыра в башке, тоже вопрос, где вы их находите? Вот правда. У меня такое ощущение, что вот эти девушки, знаете, есть категории, где знакомятся с достойными мужчинами. А у меня вопрос возникает: а где вы находите этих идиотов? Вы возле какого-то психиатрической больницы гуляете, там парк какой-то рядом находится, забор с большими проемами и дырками, и они выходят на прогулку, и вы с ними знакомитесь. Возле какого-то психдиспансера там подбираете их. Где? Вот смотрите, одно говно собирает. Алкаши, наркоманы, абьюзеры, насильники какие-то, умалишенные, дебилы, с которыми у женщины приступ эпилепсии, он прикалывается над ней. Это надо уметь так, понимаете? Уметь. Это нужна такая сеть специальная. Как рыбаки идут, берут сеть с собой. В нее попадает только добротная, хорошая, большая рыба. Ладно, разная срань туда не попадает. Она пролетает в ячейки в эти. Ну, вот. А есть другие женщины. Идут туда с этой, как ее называется, с марлей, блядь, в воду заходят и понеслась. Все дерьмо, понимаете, все дерьмо. Весь планктон, блядь, туда стянули к себе. И потом жалуются. Нашел, с ним надо поговорить, с ним надо. Объяснить ему, что ты ранишь меня. Он не поймет этого. Он не поймет. У него контакт там не соединяется. У него там провода отрезало, лопнули они. После рождения ребенка мои ценности и взгляды стали отличаться от мужа. Понимаю, что счастливой семьи не получается сделать. Ага. Но и также понимаю, что лучше отца сына никого не воспитает. Как быть? Я понимаю вашу ситуацию. То есть вам хочется, и чтобы ребенок был счастлив, и чтобы
вам было хорошо. Но первично, чтобы вам было хорошо. Потому что если вам будет плохо, каким бы он ни был крутым папой для своего сына, вашему ребенку будет еще хуже. Больных 80%, если не больше. Ну, конечно. А все женщины здоровы. Ну, давайте будем честными и объективными. Мужиков 80% больных, а все женщины здоровы. Женщин-абьюзеров столько же, сколько мужчин-абьюзеров. Ровно. Ну, там плюс-минус, может, пару процентов отклонения. Понимаете? Одно и то же. Женщины-абьюзерши, газлайтерши, неглекторши, там, как угодно их назови. С избегающим типом личности, контрзависимые, агрессивные, насильницы, манипуляторши, контролерши, неуверенные в себе инфантильные невротички. Не то, что не способные быть в общении с мужчиной адекватным. Они вообще не должны с ним быть в общении. Потому что это опасный сорт женщины. И мужчины такие же есть. Все везде, все уравновешено в этом мире. Все уравновешено. Психов столько, мужиков столько же, сколько женщин-психов. Все одно и то же. Но когда женщины кричат, достойных мужчин не осталось. Да достойных мужчин больше, чем женщин, готовых с ним в отношениях быть с ними. Это вы на словах, дайте мне достойного мужика. Нафиг. Я первый вопрос, который задаю. С кем вы были до отношений с достойным, прежде чем идти в отношения с достойным мужчиной? Причина вашего расставания. Ответы типичны. Алкоголик, изменил, бил, абьюзер, безработный, маменькин сынок, Альфонс и далее. Одна деструктивщина. Следующий вопрос. А что ты сделала, чтобы больше в твоей жизни такой перец не появился и персонаж такой? Ничего. И ты хочешь сказать, что ты после отношений деструктивных пойдешь в отношения с достойным мужчиной зрелым, и ты станешь там счастливой? Да он сбежит от тебя. И ты скажешь, что? Мудак. Он не мудак. Он не хочет быть рядом с женщиной, которая пришла в отношения не быть в сотрудничестве полноценным, а перевоспитать его, отрезать ему яйца, чтобы сделать его менее привлекательным этому миру, управлять им, вертихвостить, я сказала, ты то, запугать его, контролировать каждый его шаг, ограничить свободу, сделать из него удобного мужика для себя, быть для него токсичной. Вечно не хватает и то любви, то внимания, то, не так сказал, не так посмотрел, не то. Иди ты нахрен, скажет этот мужчина. Он даже объяснять ничего не будет. Я вам больше скажу. Из тех девушек, которые мне часто пишут, что мужчина пропал без объяснений, иногда бывает и такое, что и нормальный, уважающий себя мужчина, достойный, пропадет без объяснений. Он просто понимает, что тебе объяснить ничего невозможно уже. Что как бы это бесполезная история. Вот он пообщался с тобой один, второй, третий раз. И он понимает, что ты просто из другого мира, из другой планеты. А его время настолько ценно для него, что сейчас потратить на тебя полчаса, объясняя, что ты прекрасна, но мы не можем быть вместе, это просто лишнее. И да, он где-то в глубине души, может быть, даже будет чувствовать себя виноватым. Но он забудет про это. И про тебя, и про вас через какое-то время. И больше не будет себя чувствовать виноватым. Поэтому не надо. 80% мужчин больных. Всех хватает. Нет здоровых людей. Нет. У нас у всех есть абьюзивные замашки. У нас у всех есть свои психотравмы. У нас у всех есть основания быть ненормальными. Но есть зрелые люди, которые понимают, что я не хочу быть ненормальным. Я хочу быть зрелой личностью. И идут в работу над собой. И работают над собой. Мужчина пропал на 10 месяцев, вернулся. И что? У вас уже ребенок мог появиться. И что вернулся? Где ты был? Что с тобой было? Дела были, занят был. Муж мешает смотреть ваш эфир и говорит, что я дура, становлюсь, когда вас смотрю. Да пусть присоединяется. Он правильно вообще вам говорит. Ваш мужчина вам говорит правильно. Знаете почему? Если бы моя жена вечером в 21-25 по московскому времени сидела, смотрела какого-то бородатого мужика и вслух еще говорила, вау, ой, блин, да, он прав, да, он прав.
Я бы не знаю, что сделал. Ну, я сейчас не шучу. Это нормальная история. Неважно, ваш мужчина там абьюзер, не абьюзер, нормальный он, ненормальный. В вашей квартире сейчас присутствует какой-то мужик бородатый в очках. С низким голосом. Рассказывает какие-то умные вещи. А он там ходит за спиной, понимаете, у вас. И заглядывает, и думает, блин, у него борода гуще. Очки прикольные. Вот. Еще его слушают там 2500 женщин сидит. Вот козлина. Ты тупеешь, когда слушаешь этого идиота, блядь. Да он вами вертихвой. Да он манипулирует вами. Этот Бартон, блядь. Я бы его поймал, блядь. Я бы ему то. Понимаете? Я бы ему 3, 5, 10. Да я вот могу только ему одно сказать. Что я, как мужчина, его поддерживаю вообще всецело. Ну, вот. Но, несмотря на это, если бы вот он присоединился, он бы понял одну простую истину, что я здесь не настраиваю женщин против мужчин. И мужчин против женщин. Когда я называю вещи своими именами, конечно. Если бы ваш муж был собачкой, он бы сейчас подошел и обоссал вам телефон, пометив территорию. Но так как он человек, поэтому он ругается, ходит. И говорит вам, что вы портитесь, когда меня смотрите. Но так бы вот он пописал на него. Слава Богу, что он не собака. А мне муж говорит, что я после ваших эфиров стала вести себя хуже. Но я же не могу нести ответственность за то, кто и как воспринимает информацию. Вот есть женщина, у которой уничтожена самооценка, и она думает, что если она... Я не говорю сейчас конкретно про вас. Не конкретно про вас. Просто. Вот женщина говорит, услышала у меня на эфире, ты должна ценить себя и уважать себя. И она перепутала уважение к себе с надменностью, гордыней. И вчера она была, и, ну простите меня, ей вчера можно было дать подзатыльник, а сегодня уже нельзя. То есть вот такой контраст произошел. И очень многие люди не понимают вообще, о чем речь даже идет. Они выхватывают из контекста, не собирая полную картину и пазл. И начинают демонстрировать своим партнерам. С сегодняшнего дня будет вот так и так. Ты понял? Ну так тоже нельзя, надо помягче как-то. Помягче. Ах, так. А мой наоборот говорит, слушай, правильные вещи говорит. Ну, видите, каждому свое. Одному мужчине хреново, другому хорошо. Можно ли подарить путевку мужчине? Он отказывается. Куда путевку? Может, вы путевку дарите в тайгу, а он боится туда ехать. Ну вот надо как-то так. Надо понять, что там за путевка. Если вам очень больно после измены, и вы не справляетесь с этим самостоятельно, это говорит о том, что вы не можете выйти из стрессового состояния, обнаружить опору внутри себя и найти достаточно доступную и эффективную опору в своем окружении. Если самостоятельно не получается, идите. Иногда за несколько сессий можно решить проблему. Путевку в Испанию. Ну, надо обсуждать, чего он не хочет в Испанию лететь. Если разошлись перед свадьбой по его инициативе, он в течение года женится и рожает ребенка, может называть ряд факторов. Да может быть все что угодно. Еще раз говорю, что мужчина, когда встречается с удобной женщиной, он начинает превращаться в раздолбая. В раздолбая. Равно как и женщина, которая встречает мужика
и показывает ему, что с ней можно быть каким угодно. Ну, неизвестно, каким станет. И она рядом с мужчиной неизвестно, какой будет. Поэтому тут сложно что-то говорить. Мужчина зарабатывает намного меньше. Возможно ли отношения и уважение? А при чем тут уважение и отношения? Причем тут зарабатывает меньше? Вы хотите, чтобы... Вот смотрите. Возможно, в системе ценностей вашего мужчины нет финансового роста. Его все устраивает. Может такое быть? Вот меня устраивает все. Абсолютно. А вас не устраивает. При этом он вас может любить, заботиться о вас. Он зарабатывает деньги, которых хватает на удовлетворение, например, базовых потребностей. Вас это не устраивает. Но это не является поводом не уважать мужчину. Не является поводом. Это его выбор и ваш выбор. Если вы соглашаетесь и принимаете мужчину вот таким, какой он есть здесь и сейчас, вы должны понимать, что его нужно любить вот таким, а не авансово. Я тебя сейчас люблю, потому что знаю, что ты в будущем будешь каким-то крутым у меня. Схрена ли? Это одно. А совсем другое дело, если бы он там был раздолбаем, лентяем, не хотел работать, сидел у вас на шее. Это вообще другой разговор. Это другой разговор. Про путевку не договорили в Испанию. Он ругает, говорит, что не тянет сейчас. Ему стыдно. Я могу это сделать. Он отказался. Мужчина должен нести ответственность за свои слова и принятые действия, принятые решения. Предложили раз, предложили два. Стыдно ему, неудобно. Все, не надо настаивать. Не надо настаивать. Вы хотите в мамочку превратиться? Так. Общаемся на расстоянии. Говорит, сейчас сезон работы, нет времени приехать. Ведет себя как тормоз. Не могу понять, как вести себя. Как газ. Если он ведет себя как тормоз, ты ведешь себя как газ. Что это за фигня такая? Поэтому здесь очень... Бабник может... Вы что хотите всех изменить? Мне это поражает. Бабник может измениться. А маменькин сынок может измениться. А абьюзер может измениться. Вы вообще кем себе возомнили, желающие изменить других людей? Вы вот просто вслушайтесь, что вы пишете, что вы говорите, и в каком направлении действует ваша сеть нейронная, или сеточка, или ячейки. Вы вообще понимаете это? Это насколько нужно быть невротически устроенным человеком, чтобы сидеть и ждать, что другой поменяется ради тебя. Схрена ли вообще бабник должен перестать трахать баб ради вас? Если с вами можно их трахать, кто вы для него такая? Он вас не ценит, не уважает, вообще плевать на вас. Он будет делать это всегда. Может, да, он пришел, сука, и принес в пакетике, смотри, это мой член, я его засушил, отрезал, теперь на его месте ни хера нет, блядь. Вот в таком случае, если ему какая-то там баба его отгрызет, качан, и он принесет его в пакете, скажет, ради тебя принес в жертву, чтобы только с тобой быть. Зато теперь ты будешь счастливая, Галя. И уверенная на все сто, что я никуда не суну свой член. Вот нос могу сунуть еще, а больше его не засуну никуда. Так она и потом и там найдет. Он, скажи, уже и без члена ходит. У него же язык остался, руки, пальцы, там, глаза, реснички. Все хотят поменять кого-то. И почему вы не хотите себя менять? Я скажу почему. Ленивые, безответственные, неуверенные в себе, горделивые эгоистки, женщины,
в позиции жертвы, абьюзерши такие же. Хотят изменить весь мир. Ты будешь таким, как я хочу. Ты будешь меня любить. Ты будешь то. Ты будешь... Да не будет он. Почему? Вы не хотите поработать над собой, а он должен. Вам не нравится, что ваш мужик абьюзер? Идите в работу над собой для того, чтобы не быть женой абьюзера. Чтобы перестать быть жертвой. Вы женщина-агрессор? Переставайте быть женщиной-агрессором. Вы ревнивая? У вас проблемы с самооценкой? Приводите в порядок самооценку. Чего вы меняете людей вокруг-то? Он поменяется, он должен, он 5-й, он 20-й. Не поменяется. Никогда. Вот и все. Вам изменяют, вы не знаете, что с этим делать, вам будут изменять всегда. Вас бьют, и вы не знаете, что с этим делать. Вас будут бить всегда. Вас будут чмырить, унижать, обесценивать всегда. Почему? Потому что вас можно чмырить, обесценивать, изменять и бить. А тех женщин, которых нельзя, они работают над собой, приводят в порядок самооценку и строят отношения с адекватными, зрелыми людьми. Они пытаются, сука, ржавый Запорожец превратить в Майбах. Мужчина давно разведен, строим новую семью. Но вмешивается бывшая жена с проблемами и детьми. Он уходит туда решать. Я не знаю, что там у вас за отношения, правда. Какие он там проблемы решает. Не понимаю, честно. Вот как я могу что-то сказать вам? Поэтому меньше рассуждайте. Если вы хотите действительно что-то поменять, вот у меня ссылка в шапке профиля есть. Завтра начинается бесплатная программа. Из любой точки мира, пожалуйста. Переходите по ссылочке, выбираете программу. Я такая одна, удобная или уникальная, и присоединяйтесь. И все становится на свои места. Парень сказал, пойдем в ресторан по приезду с командировки. И приехал и молчит 3 дня. И я молчу, правильно? Ну вы там скоро с голоду сдохнете уже. Так и напишите ему. Не надо спрашивать прямо, что вас учить нужно. Мы идем в ресторан. Солнышко, я тут выбираю платье, в котором мы в ресторан пойдем. Мне какое лучше взять? Там, красное, зеленое или в таком? Ты в чем будешь одет? А, кстати, мы когда? Завтра идем? Сегодня? Ну, задайте вопрос. Чего вы боитесь вопросы задавать? Позвони, скажи, я есть хочу. Любимый. Я хочу кушать. Накорми меня. Умоляю тебя. Я в обморок падаю уже. Я падаю в обморок. Салатик хотя бы с сухариками возьмем. Нет, сидит. Обещал в ресторан. Так напомните ему. Добрый вечер, Марк. Первый раз попала на прием к психотерапевту. Прописали это физопам. Можно узнать, какие его свойства. Ну, почитайте инструкцию, Ирина, какие у него свойства. Это раз. Во-вторых, что это за психотерапевты? Вот это меня поражает, эта психотерапия, сука, современная. Один прием пришел человек, ему уже там прописывают, блин, таблетки, которые в башке, блин, там такой порядок наводят. За один прием. Идиоты, блядь. Не что подправить человека, обследовать организм, сдать анализы на гормоны, блин, посмотреть, что с гормональной системой, отправить к хорошему эндокринологу, пообщаться, выявить соматические факторы, выявить проблемы с психикой, блин, либо то и другое. Как-то собрать подробный анамнез, блядь, у человека этой проблемы. Нет таблетку. Овца какая-то или конченый какой-то, понимаете? Вот это написала, блядь. Иди в аптеку покупай. И насрать и плевать, что человеку испортят жизнь, здоровье, блин. Понимаете? Там антидепрессантики потом еще назначат какие-то. Возможно, эти таблетки вам не причинят никакого вреда. Сам факт того, что человек пришел первый раз на прием к психотерапевту, и его отправляют уже за таблетками. Ты что за специалист такой? Там же у тебя вначале есть психо. В башке поковыряйся. Может, там проблема вообще на поверхности лежит. И таблетки не нужно будет никакие пить этой женщине.
Идиоты. Просто. Я не сейчас про этих специалистов недобропорядочных. А таких знаете сколько? Знаете сколько таких? Ух. Марк, вы обещали дочери, что скоро завершите эфир. Да вы же не моя дочь, Катрин. И я же не вам пообещал. Моя дочь знает, что скоро это скоро. Все в порядке. Если она не прибежала второй раз, значит у нее все хорошо. В общем, давайте так. На сегодня будем заканчивать. Завтра у нас стартует программа. Я такая одна удобная или уникальная. Так присоединяйтесь. Ссылочка у меня в шапке профиля. Я сейчас еще выложу ссылочку в сторис. Для тех, кто не знает, как перейти в шапки профиля. Пожалуйста. Пожалуйста. И завтра будем с вами взаимодействовать. Всю неделю. Всю неделю. Я ухожу с завтрашнего дня в поиск ресурсных состояний. Даже не в поиск, а в соприкосновение со своими ресурсными состояниями. И буду делиться с вами крутой информацией, крутыми знаниями. Приходите, присоединяйтесь. Будет очень классно. Всем хорошего вечера. Пойду смотреть, что там жена делает, дети. Все ли у них хорошо. Всем пока-пока.